Итак, всем доброй ночи, друзья мои. Готовилась, готовилась несколько дней, потому что не было времени. Сегодня я наконец-то ответила всем, кто должен был отчитаться. И, собственно говоря, нашла время подарить вам очень сильный ритуал одного из прославленных марокканских колдунов, которого звали Хаджи Эфенди. Почему так звали, неизвестно. Вообще Эфенди – это с тюркского «господин». Такое уважительное обращение к мужчине. Но дело в том, что в Марокко живут разные национальности, и неудивительно, что если он знал разные языки, то тюрки его называли Эфенди как бы уважительно. Звали его Хаджи или нет, тоже не совсем известно, потому что Хаджи называют любого человека, который совершал хадж. И со временем его имя почему-то растворяется, пропадает, и остается только второе имя, обозначение хадж. Человек, который совершил хадж, то есть паломничество в Мекку и Медину. Жил этот человек в XIX веке в Марокко. Его заклинания, его заговоры после его смерти были как бы отданы разным мастерам. И очень может быть, что не только я, собственно говоря, сегодня озвучу этот заговор и ритуал. Это так во избежание всякой грязи, которую потом любят лить, да, определенные элементы. Этот ритуал не мой. Этот ритуал колдуна из Марокко, жившего в XIX веке, принадлежавшего династии колдунов по имени Хаджи, которого уважительно называли Эфенди. У него есть ритуалы на арабском языке, у него есть ритуалы на различных языках, но и на тюркском. Вот этот ритуал на тюркском, он мне передан через третьи и четвертые руки. Как бы тут сказано о призыве богатства в дом. Хочу сказать, что наречие немножко странное, потому что я все-таки знаю, владею немножко тюркским языком. И я вижу, что это немного другое наречие тюркского языка, но в любом случае это тюркский. Попросив людей, понимающих язык, немного так, некоторые элементы, которые я не понимала, я выяснила, что это очень сильная работа, и она направлена на призыв богатства в семью, не просто в дом, а именно в семью. То есть люди, которые это совершат, сделают, они усилят силу богатства у своих детей, у своих мужей и так далее. То есть родных по крови и тех, за которых они замужем. Это касаемо женщин. Итак, там, собственно говоря, исходя из текста и из того, что мне рассказал человек, передавая данный заговор, я поняла, что его просто... То есть она видела, каким образом этот ритуал совершается. Он совершался ее знакомой, теткой. И попросив этот ритуал, собственно говоря, она отдала ей. Вот собрав по крупицам, каким образом это совершалось, какой текст, от кого передано и прочее, прочее. Потом я нашла некоторую информацию про Хаджи Эфенди. Ну, так, знаете, очень, скажем так, очень мало. И на основе вот того, что я узнала и поняла, я создала этот ритуал и внедрила туда заклинание марокканского колдуна, который прославился тем, что его многие работы потом использовались колдунами Востока много лет. Еще раз говорю, что это заклинание передано мне, и это заклинание не мое, потому что то, что авторское, я говорю, но то, поскольку люди начали из разных стран и разных концов света мне отправлять
книги, тетради, записи своих бабушек, дедушек, знакомых и так далее, людей, которые когда-то практиковали или хранили от своих предков эти заговоры, то я начала их показывать. И каждый раз я еще раз и снова подчеркиваю для того, чтобы потом не было, как говорят на молодежном сленге, да, чтобы не было потом шакалих движений. Это не мой ритуал. Этот ритуал мне передали. И он может где-то встретиться. Это возможно. Однако в том качестве, в котором я исполняю, он не встречается ни у кого. Потому что я дополнила и я усилила эту работу. Ритуал на тюркском языке. Если у кого-то есть хоть капля тюркской крови, то у них это получится очень быстро. Почему я обозначаю сильная работа? Я обозначаю просто работы. Не потому, что те работы, которые не обозначены как сильные, они не сильные и не действуют. Нет. Просто есть работы, которые рассчитаны на определенную генетику. Если люди этой генетики просто возьмут и сделают, он очень быстро сработает. Восточная генетика, тюркская кровь, татарская кровь, любая кочевая кровь. Вы знаете, что жители Ставрополя, Краснодара мне писали, что, ну, чаще всего я же анализирую, например, какая часть нашей Родины что больше всего практикует и что получается для себя же, чтобы понять, что потом дать людям. И мне пишут, вы знаете, вот как ни странно, почему-то вот ритуалы кочевников у меня так быстро получаются. Я говорю, а чего вы удивляетесь? Ставрополь, Краснодар и так далее. Это же все дикая степь. Кого там только не было. И кипчатки, и татары, и тюркские племена и так далее. Естественно, что и монголы, да. И понятное дело, что ритуалы кочевников с их энергией, с их кровью, она сразу у вас получается, потому что наверняка у вас среди предков они были. Если не сказать прямые предки, да? Так вот, далее, что я хочу вам сказать. Если вы заметили, каждый народ из моих работ, поскольку я говорю об очень многих замечательных, знаменитых личностях каждой нации, поощряю между вами мир и человеческое отношение, и каждый народ видит свое в моих работах. Вот недавно выставили от Азалии мои алтари. Если вы заметили, она выбрала именно те алтари, которые относятся к кочевым народам. То есть она выбрала именно алтари тюркских народов, монгольские алтари и музыку подобрала подходящую. Она, скорее всего, это сделала подсознательно, поверьте мне, не специально. Вот ей понравились вот эти алтари, она их и выбрала. И она на основе этих алтарей создала свой клип. Но сделала она это подсознательно. Точно так же подсознательно мы с вами и живем, понимаете? Каждый тянется к своей крови, к своей генетике. Вот на это рассчитаны мои работы, чтобы каждый видел, нашел там свое. Еще раз вам повторяю, ритуал создан на основе заклинания Хаджи Эфенди, колдуна, который жил в Марокко в XIX веке. Колдуна, чьи работы разошлись по миру. И если вы где-нибудь, может быть, встретите похожие или схожие, очень возможно, потому что это не мое авторство, это авторство другого человека. Может, не авторство, а может, ему тоже передалось от предков. Но моя задача передавать и свое, и чужое. И я всегда это обозначаю. Итак, если я написала, что это ритуал такого-то человека, значит, это ритуал такого-то человека. Понимаете? И коверкать мои слова и коверкать мою работу не надо. Не надо гавкать. Потому что если человек обозначает и говорит, значит, он уже обозначил. Тут уже вы ничего не сделаете. А я не собираюсь присваивать чужое. Оно не мое. Но создан ритуал с моим дополнением. То есть вот то дополнение, которое есть, это мое. Итак,
Поскольку богатство призывается атрибутами богатства, стелите на алтарь шубу. Еще раз говорю, для тех людей, которые говорят, у меня нет ни шубы, ни украшений, ничего, что мне делать? Если вы хотите призвать сильную удачу, если вы хотите призвать э, большее богатство, для начала призовите хотя бы малую удачу и малое богатство. И когда за это время у вас накопятся и украшения, и шубы, и прочее, тогда вы уже будете делать более сильные алтари. Теперь вам понятно, чтобы вы 100 раз у меня не спрашивали. Атрибуты богатства. Атрибуты богатства. Шуба, которая должна быть на алтаре постелена. Дальше. Деньги. Я работаю и с долларами, и с нашими деньгами. Но чаще всего мне нравится работать с долларом, потому что у доллара особая энергия, поскольку она везде сущая, она везде есть. Большие, малые купюры. Здесь не имеет значения. Здесь можете дать плод, то есть свободу своей фантазии. Значит, у тебя они получаются, и они у тебя, как говорила одна женщина, как ручеек льются, да, там прям вот льются и льются, и приятно их произносить. Вот поэтому ты и любишь, собственно говоря, украинские. Это нормально, я тоже их люблю. Я люблю еще на суахили. У меня тоже получается грузинский ритуал. Да и все люблю, собственно, это все мои дети. Но в любом случае. Далее. Украшения. Серебро, драгоценные камни, золото, бриллианты. Все, что вы хотите. Чем богаче алтарь, чем больше атрибутов богатства, тем лучше. Теперь смотрите, вы должны собрать монеты той страны, в которой живете, потому что оттуда будут идти деньги, понимаете, к вам. Неважно, в какой купюре и каким образом, но именно нужны вам монеты той страны, в которой вы живете. То есть вот наши вот рубли, там 10 рублей, 5 рублей и так далее. Красный мешочек можете шить, если хотите. Этот мешочек после проведения ритуала должен висеть у вас над входной дверью, потому что эти деньги будут притягивать богатство. Вы на них начитываете. Но кроме всего прочего, у вас еще должен быть благовоние или фимиам. Ну, как хотите. Я, в принципе, с фимиам лучше работаю, потому что она аккуратнее, как бы, и спокойно там тлеет и все. Но можно и, то есть, благовония различные. Не имеет значения, какой запах вы предпочитаете. Вы должны читать. Читать нужно 22 раза. Вот таким образом, проведя над вашим имуществом, над деньгами, над этим богатым алтарем, одним словом, и начитывать. Читать и проводить 22 раза. Текст на тюркском языке. Если кто-то знает тюркский, сами напишут, если, то есть для себя. Там писать давайте не будем. Ждите, пока напечатают. Потому что это реально уже не очень приятно, когда заходишь и смотришь. Я вам объясняла, в сыром виде она потом появляется в интернете. Его берут и тут же начинают там, тут приклеивать, понимаете, в сыром виде. Не полный ритуал с объяснениями, с откупом, все такое. А именно в сыром виде все начинают сразу распространять. Нужен ли откуп в этом ритуале? Нет. Откуп в этом ритуале будет являться ваша энергия. Энергия радости, которая будет приходить каждый раз, когда вы получите денежное вознаграждение. Желательно такой ритуал обновлять хотя бы раз в 2 недели сначала, а потом раз в месяц, потом раз в 2 месяца. То есть смотря насколько вы нуждаетесь, настолько часто его и обновлять. Поскольку деньги как бы осеняете, вот, усиливаете вот этой силой богатства и вешаете над дверью. Если вы куда-нибудь, скажем так,
ну, потеряли или что-то случилось с этим мешком, не надо переживать. Просто остановится воздействие ритуала, ничего страшного не будет. Берите и по новой делайте. Вот и все. С тем же мешком, да, с тем же мешком. Эти деньги можете тратить, можете делать, что хотите. Но вот эти деньги, я не постоянно их разменяла, специально мелкие деньги для богатства, то есть для ритуалов богатства, удачи и так далее. А остальные деньги можете тратить, украшения можете, естественно, потом убирать, носить, и шубу в том числе. Дальше. Сохраняйте тайну магии, пока не сбудется. Когда сбудется, получится уже 100% получится, уже скажете. Многие говорят: ой, Инга, я почитала заговор, уже ко мне идут вот покупать квартиру, спасибо большое, выставите, пусть люди знают. Поверьте мне, у меня нет вот такого желания взять да выставить быстренько, чтобы все знали. Все и так знают, что мои работы замечательно, все и так знают, скольким людям я помогаю. Уже говорить не нужно. Как говорила Екатерина Великая, уже никому ничего доказывать не нужно. Все доказано, понимаете? Уже все. Уже статус такой и уровень такой, что никому ничего доказывать не надо. Но если бы я хотела просто лишь бы взять и написать, чтобы похвастаться, я бы это сделала. Но я всегда разумно говорю. Я говорю: народ, вот когда 1000000% этот документ у тебя будет в руках, что ты уже купила и ты владелец этого дома, вот тогда я выставлю. Или пока не пришли, не купили, и ты деньги не получила в руки и не расписалась, я ничего выставлять не буду. Во-первых, потому что люди глазливы. Во-вторых, потому что нельзя заранее говорить. Медведя не убили, а шкуру делите. А еще пока не надо. И некоторые люди, которые под ним пишут: ой, я только что провела, интересно, получится или нет. Не получится никогда. Понимаете, никогда не получится, потому что вы сомневаетесь в этом. Я не говорю, что вы должны сидеть и верить, нет. Но если вы делаете и думаете: вот, а вот я сделала, вот интересно, получится, вы не подошли к этому с душой, вы не пришли с уважением, чтобы они вас услышали. Вы просто сделали как долг, знаете, вот как одна мне сказала: ну мне не получается ритуал. Я говорю: а какие вы делали? Обычно такие люди ничего не делали. Знаете, кто яд льет? Вот те люди, которые ленивые, пришли, начали просить: вот поможете и так далее. Ты говоришь: возьмите, сделайте ритуалы. Все, пошли, вот она такая, она все такая, она это, херня, это не работает. Если этих людей спросить: а что вы сделали и не сработало? Они ничего не делали, абсолютно. Это слишком ленивые, конченые люди, чтобы что-либо делать. Но гадить они с радостью побегут, потому что от своей лени они понимают, что они не хотят ничего делать, чтобы поменять свою жизнь, но при этом у них же злоба, понимаете, на тех людей, которые делают и благодарят. Им хочется как-то укусить. Так вот, одна мне сказала тоже, потом я ее видела в этих говногруппах, в обсуждениях. Она мне сказала, значит, что там, что она мне сказала, я уже не помню. Я вот делала, вот не получилось. Я говорю: а что именно вы читали? Ну, там один шепоток я прочитала вот месяц назад. Я говорю: ну, это даже разговаривать не будем. Все, она тут же побежала, она вот так вот, ее ритуалы не получаются, вот она меня еще нагрубила. Я сказала: мы разговаривать больше не будем. Я не нагрубила, я просто не стала больше терять ни секунды времени на человека, который за себя не борется, который не хочет даже жопу поднять и хотя бы несколько раз в день начать читать. Вы помните, да, я вам дарила спасительные аяты Вселенной, которые многим помогли просто весь этот кризис все время работать и получать прибыль. Так вот, это каждый день люди читали. Антикризисный заговор, который я вам дала, все в дураках, я при деньгах. День и ночь читали люди. У них все получалось. Но если вы будете читать раз в месяц какой-то один там шепоток и надеяться на то, что у вас все хорошо, это все равно, как, знаете, если у вас там язва желудка, один раз в месяц выпить аспирин и ждать, что он сейчас пройдет сам. Между тем, там нужно диету соблюдать, там нужно пить таблетки, а иногда и уколы, чтобы это вылечить. А вы говорите: ой, я вот аспирин выпила там 2 месяца назад, а что-то мне не помогает, я болею. Ну, это смешно, правда? Если у вас безденежье, значит, проблема очень глубокая и очень серьезная. И один шепоток почитать и надеяться, что сейчас все будет хорошо,
Это просто лень человеческая. Вот поверьте мне, что человек мог бы добиться великих успехов, если бы ему не было лень. В основном нас убивает лень. Вот лень просто ради себя что-то делать. Вот женщина не хочет учиться, не хочет работать. Ему легче терпеть мужа, который деньги подкидывает пару копеек и каждый день упрекает, каждый день унижает. Она говорит, мне некуда идти, я не знаю, что... Так ей есть куда идти. Она может пойти, скажем, на парикмахера учиться, а потом взять чемодан, уйти и начать с нуля. Но она не хочет, ей лень для себя что-то делать, понимаете? Ей неохота брать на себя ответственность за свою жизнь. И она лучше потерпит каждый день вот эти грязные слова, рукоприкладство, любовниц, лишь бы там он хлеб купил и так далее. Вот, понимаете, вот то же самое. К болотному существованию человек привыкает, ему лень это менять. И он говорит, ой, ничего не работает. Да потому что ты ничего не делаешь. Вот и все. Итак, еще раз говорю, что это ритуал, переданный мне людьми. И этот ритуал не мой. И этот ритуал не только у меня, он есть и у некоторых людей. То есть он может быть еще где-либо. Однако я дополнила, усилила. И сегодня хочу подарить вам ритуал марокканского колдуна, которого называли Хаджи Эфенди. Так его звали или его просто прозвали, потому что он совершил хадж, неизвестно. Но, по крайней мере, он так известен народу, и мы так его будем называть. Для этого нужны ваши украшения, говорю, атрибуты богатства, деньги, разные купюры, монеты или копейки, если у вас в стране, в красном мешочке, который вы потом должны повесить над дверью. В этом ритуале откуп не нужен, потому что откуп будет ваши постоянные посылы радости, когда вы будете получать удачу. Почему я называю, напомню, ритуалы сильными или не называю сильными? Это не значит, что кто-то из этих ритуалов сильный, какой-то нет. Просто есть определенный акцент на генетику. Если у человека хоть капля есть кочевой крови, то оно сработает очень быстро, потому что язык себя узнает. У языка тоже есть шифр, у языка тоже есть генетическая память. Понимаете меня, о чем я говорю? Итак, сейчас я зажгу фимиам, который вы должны будете подносить, каждый раз читая, проносить над вашим имуществом. И деньги вот в этом мешочке, который вы тоже должны вот так проводить, то есть благословлять, усиливаться этой энергией богатства, а потом повесьте на дверь. Те, у которых нет таких атрибутов, чтобы сделать, начните с малых, еще раз говорю. Каждый раз у меня не спрашивайте. Начните с малого, накопите и начните проводить более сильные ритуалы. Секунду. Его надо дуть, чтобы он начал тлеть. Дорогие друзья, вы сегодня читали в сообществе, да, СМС людей. Вот когда такие СМС пишут люди, я понимаю, что я ради этих людей и работаю. Знаете, любой момент бросить, плюнуть и уйти легче простого. И всякая мелочь, всякие твари на это как раз и рассчитывают, что ты устанешь бороться, потому что как-никак не первая травля, не вторая, не третья. И вообще основные травли длятся уже 11 лет, как я приехала в Москву. 11 лет. Представляете, когда мой номер ставили на разные сайты, мне звонили гадости, говорили, когда каждый день моего лица заказывали какие-то продукты, еще что-нибудь, каждые 2 минуты звонил телефон, курьер куда возить. Когда создавали каналы, сайты, когда от моего имени гадости писали людям, как сейчас уже каждый второй создает специально, чтобы, то есть, когда сейчас воруют уже названия моих каналов, когда сочиняли всякую хрень, мои дети в детском доме, когда вырезают мои голосовые, чтобы меня представить непонятно кем, поскольку там абсолютно другой смысл сказанного, но хотят представить меня в черном свете и так далее, и так далее. Это 11 лет никто бы не выдержал. Но
когда у тебя, знаете, начинается ярость внутри, сейчас уже давно не начинается, одно время было ярость, когда я думала, ради кого я это делаю, мне это уже надоело, и все. Но сейчас-то нет уже такой момент слабости, уже нету, и тогда не было особо, и сейчас нет. И когда ты хочешь просто все, вот, знаете, плюнуть, и достал уже все, ты понимаешь, что сколько людей от тебя зависит. Сильный человек не имеет права на слабость. Если ты начала это все, ты должна вести до конца. Люди на тебя надеются. Люди ждут тебя. От тебя зависит их благополучие. Ты для них стала очень многим, близким человеком, родным человеком. И вот так взять и бросить, и уйти ради каких-то кучки тварей, это будет не просто слабость, это будет подлость по отношению к нормальным, хорошим людям. И ты думаешь, у хороших людей в этом мире и так нет поддержки, и так нету друга, и так нет помощи. И если ты еще вот так поступишь, ради кого? Ради какого-то шушера и мусора бросить на произвол судьбы хороших людей? Нет, этого не должно быть, понимаете? Такого быть не должно. Это неправильный, некрасивый поступок. Поэтому, дорогие друзья, те, которые мне пишут, только не уходите, только не оставляйте и так далее. Я вам хочу сказать раз и навсегда, никогда в жизни я никуда уходить не собираюсь. Что бы там ни делали, что бы там ни писали, те, которые маловерные, которые поверят в это все, туда им и дорога. Я работаю для достойных людей, понимаете? Для людей, у которых, наверное, кроме меня в мире больше никого нет. И они поднимаются. Я это делаю ради своих поколений, ради своих детей, внуков. Я знаю, что мое добро выйдет им навстречу. И эти спасенные жизни, души, и их поколения, их дети, они, знаете, эта энергия пойдет на мою семью, на мой род. И она его усилит. Поэтому я плевать хотела на это все. Не переживайте, не думайте об этом абсолютно. Игнорьте эту шайку. Таких шаек было, есть, будет полным-полно. Всегда. И хорошо, что они есть, мы не расслабляемся, работаем дальше. Не назло. Вот не назло им, потому что за основу моих работ лежит добро, не зло. Не назло кому-то я это показываю, а во имя и для процветания людей. На зло я ничего не делаю. На зло кому-то я ни с кем не дружу, на зло кому-то я ничего не снимаю, на зло кому-то я какую-то дешевизну не делаю, я какие-то дешевые клипы не создаю, на зло кому-то я что-то там не делаю, я делаю для доброго начала. Мои работы должны быть с добрым началом, они не должны быть на зло направлены, понимаете? Поэтому вот это сказано «на зло ей» или «на зло тому», это самый пример. Так поступают люди нищие духом, и мне их жаль, они жалкие. А теперь приступим к этому заговору. Дорогие друзья, я буду читать, иногда делать, но вы запомните, потому что я не могу вот так, таким образом, как бы все время делать эти движения, которые нужно делать, поскольку я буду занята, я буду читать. Все-таки это не мой родной язык, и вы понимаете, что я должна быть внимательна, да, чтобы вы поняли хотя бы смысл. И вот таким вот образом, значит, вот так вот проводите и читайте 22 раза. Остальное я уже объяснила, одно и то же говорить не буду. Начнем. Сейчас возьму книгу теней и начнем с вами. Итак. Ассаламу алейкум я бахет деулет. Эй вахушкил. Эй бахет деулет. Келлер белен кил. Я бахет деулет. Кен векояш кебек туа килгел. Я бахет деулет. Ягмур кебек ява килгел. Я бахет деулет. Кар кебек ява килгел. Я бахет деулет. Киш кебек кишлаю килгел. Я бахет деулет. Сегадет кабылын алакил. Я бахет деулет.
Нигмет капугин ачакил, я бахет деулет. Рехмет нурин чечекил, я бахет деулет. Амин, амин, амин олсун. И еще раз. В общем, когда вы читаете, вот вы таким образом должны проводить один раз вот так. То есть вот эти вот постоянные вот проведения, то благовонием, ну, может, у вас будет другая чаша, это мне просто удобно. Вы можете по-другому делать, это не имеет значения. Вы должны как бы окуривать деньги. Это вообще восточная традиция, вот так окуривать свои деньги, дом, имущество, шубы, чтобы их больше стало, чтобы изгнать как бы демоническую силу, которая там находится и так далее, как они считали. Ну, демоны низкого астрала имеется в виду, не высшие, конечно, сущности. И вот таким образом. Еще раз начнем. Ассаламу алейкум, я деулет. Эйва хушкил, я бахет деулет. Келер беленкил, я бахет деулет. Кенва кояш кебек, туа килгел, я бахет деулет. Ягмур кебек, ява килгел, я бахет деулет. Кар кебек, ява килгел, я бахет деулет. Киш кебек, кишлаю, килгел, я бахет деулет. Сегадет кабылин алакил, я бахет деулет. Нигмет капугин ачакил, я бахет деулет. Рехмет нурин чечекил, я бахет деулет. Амин, амин, амин олсун. Я думаю, что кто владеет тюркским языком, тот понял, о чем речь. И вот так проводим. Так. Вот таким образом. И снова читаем. Прочитаю еще несколько раз, чтобы, может быть, кто-нибудь мог записать сам. Ассаламу алейкум, я бахет деулет. Я ваш хушкил, я бахет деулет. Келер беленкил, я бахет деулет. Кенва кояш кебек туа килгел, я бахет деулет. Ягмур кебек ява килгел, я бахет деулет. Кар кебек ява килгел, я бахет деулет. Киш кебек кишлаю килгел, я бахет деулет. Сегадет кабылин алакил, я бахет деулет. Нигмет капугин ачакил, я бахет деулет. Рехмет нурин чечекил, я бахет деулет. Амин, амин, амин олсун. И снова вот так вот проводите. То есть вы во время чтения, я вот так вот, как мне удобно. Объясняю еще раз, не хочу ошибаться, чтобы как можно более в первозданном виде передать язык, потому что язык нужно передать как положено. Итак, если примерный перевод, это приглашение счастья, как птицу, и имущество, и богатство, чтобы оно поселилось здесь, но более сильными словами-ключами, которые, естественно, перевести не получится. Ассаламу алейкум, я бахет деулет. Эйва хушкил, я бахет деулет. Келер беланкил, я бахет деулет. Кенва кояш кебек туа килгел, я бахет деулет. Ягмур кебек ява килгел, я бахет деулет. Кар кебек ява килгел, я бахет деулет. Киш кебек кишлаю килгел, я бахет деулет.
Сегадет кабылин алакил, ябахет девлет. Нигмет капугин ачакил, ябахет девлет. Рахмет нурин чечекил, ябахет девлет. Амин, амин, аминулсун. И снова. И вот проводите благовонием, усиливая свое имущество. Ассаламу алейкум, я бахет деулет. Эйва хушел, я бахет деулет. Келлер беленкил, я бахет деулет. Ой, потому что что-то с этим, с интернетом. Ассаламу алейкум, я бахет деулет. Эйва хушкил, я бахет деулет. Келлер беленкил, я бахет деулет. Кенва кояш кебек туак килгел, я бахет девлет. Ягмур кебек ява килгел, я бахет девлет. Кар кебек ява килгел, я бахет девлет. Киш кебек кишлаю килгел, я бахет девлет. Сегадет кабылин алакил, я бахет девлет. Нигмет капучин ачакил, бахет девлет. Рехмет нурин чечекил, я бахет деулет. Амин, амин, амин. И последний раз читаю, и все. И иду убирать алтарь, потому что мне еще много чего надо делать. Я вообще обожаю убирать алтарь и ставить алтарь, потому что мне очень нравится, когда вот вся эта красота сверкает, а потом этой красоты нет, и все чисто и так далее. Как моя бабушка говорила, чисто-блисто. Начали. Ассаламу алейкум, я бахет деулет. Эйва хушкил, я бахет деулет. Келер беленкил, я бахет деулет. Кенва кояш кебек туа килгел, я бахет девлет. Ягмур кебек ява килгел, я бахет деулет. Кар кебек ява килгел, я бахет девлет. Киш кебек кишлаю килгел, я бахет девлет. Сагадан кабылин алакил, я бахет девлет. Нигмет капугин ачакил, я бахет девлет. Рехмет нурин чечекил, я бахет деулет. Амин, амин, аминулсун. Давайте, наверное, еще раз. Чтобы уж наверняка. Ассаламу алейкум, я бахет девлет. Я вахушкил, я бахет девлет. Нет, неправильно. Ассаламу алейкум, я бахет девлет. Эйва хушкил, я бахет девлет. Кайлер беланкил, я бахет девлет. Кенва кояш кебек туякилген, я бахет девлет. Ягмур кебек явакилгел, я бахет девлет. Кар кебек явакилгел, я бахет девлет. Киш кебек кишлаю килгел, я бахет девлет. Сегадет кабылин алакил, я бахет девлет. Нигмет капугин ачакил, я бахет девлет. Рехмет нурин чечекил, я бахет девлет. Амин, амин, аминулсун. Все. Дорогие друзья, еще раз покажу вам эту красоту, чтобы вы поняли, каким образом сделать ритуал и что положить, чтобы у вас получилось как надо. Делайте как положено, чтобы получилось как хотелось бы, а не просто так, лишь бы чего-нибудь сделать. Понимаете меня? И те, которые говорят 100 раз, мне нечего ложить на алтарь, я вам еще раз говорю и объясняю. Начните с малого. И не обижайтесь на меня, потому что у нас в чате в данный момент есть люди, которых я очень хорошо поставила на место. Потому что я поняла, что они несут глупости. Ильхама, например. Но это же не помешало ей быть на моем форуме и уважать меня, и делать мои ритуалы. Правильно я говорю? Потому что разумный человек понимает, что не просто так сказали, не просто так сделали замечание.
Когда несете ахинею, подумайте, прежде чем делать это. Мне пишут в день сотни людей. Представляете, какая вот нагрузка. И я вот то же самое говорить каждому человеку, каждому второму, бери, делай. Вот сегодня девушка написала, суд выиграла. А ведь я сказала, хватит ныть, бери, делай. Я для кого до утра сижу, делаю, чтобы вы воспользовались этим, поменяли свою жизнь. А вы сидите, занимаете мое время. Вы понимаете, что вы мне нервы трепите, а у меня их, они не железные, у меня здоровья уже не осталось. И я же устаю. Вот сделали, выиграли суд. Всего-то надо было просто работать неделю над собой. Вот и все. Все, дорогие друзья, всем удачи. И пусть у вас будет счастливое богатство, так называется этот призыв. Да, и скажем спасибо тому человеку, от которого это пришло. Неважно, ему передали или он сам создал. По крайней мере, это работает и очень хорошо работает. И звали его Хаджи Эфенди. Но он так известен людям. Всего доброго.